Под покровом ночи в скрытых аллеях Америки процветают тайные сообщества. Согласно данным Федерального бюро расследований, более 1,4 миллиона американцев связаны с 33 тысячами бандами по всей стране. Сегодня мы окунемся в мир фанатов детройтского рэп-дуэта, переросшего в многотысячную банду. Откроем тайны самого смертоносного месяца за последние десятилетия и раскроем карты организации, стоящей за ним. Но это еще только начало, ведь наш путь завершится встречей с мотоциклистами из самого жуткого байк-клуба в Соединенных Штатах. Начинаем. Субкультура американских улиц всегда была криминализированной. И вот вам пример. Банда 18-й улицы. Группировка считается крупнейшим уличным сообществом в Калифорнии, насчитывающим примерно 15 тысяч членов. На самом деле, они представляют собой совокупность примерно 20 отдельных автономных банд. Говорят, что эта группировка ответственна по крайней мере за одно ограбление или нападение в день в округе Лос-Анджелес. Она является одной из самых быстро растущих преступных группировок в стране. Ее влияние распространяется на 32 штата, от Мэриленда до Гавайев. Полиция обвиняет их в убийствах, вымогательствах, контрабанде наркотиков и угонах автомобилей. Меня всегда интересовал вопрос появления банд. Помните «Крестного отца»? Судя по сюжету, все могло случиться по-другому, если у Вито Корлеоне была бы просто работа. Вот и банда 18-й улицы возникла в неспокойном социально-экономическом ландшафте Лос-Анджелеса 1960-х годов. Банда, состоящая преимущественно из испаноязычных членов, пустила корни в районе, отмеченном бедностью и социальными волнениями. Изначально группировка сформировалась как средство защиты и солидарности среди бесправной молодежи, оказавшейся в сложных обстоятельствах. Однако со временем она превратилась из сети поддержки соседей в грозную преступную организацию. Влияние сообщества распространилось далеко за пределы его первоначальных окрестностей. Участники 18-й улицы для своей идентификации используют несколько предметов одежды и изображений для обозначения банды. Некоторые из них включают спортивные майки с номерами 18 или 99 и фигурку синего дьявола с рогами. Банда по-прежнему состоит преимущественно из мужчин. У женщин, которые присоединяются к банде, есть 3 способа сделать это. Первое – 18-секундное избиение. Нанесение побоев может быть заменено на половой акт с несколькими участниками группировки, а также потенциально может привести к вступлению в банду со временем то, что женщина-подружка или жена члена преступного сообщества. Некоторые группировки с 18-й улицы в Южном Лос-Анджелесе враждуют с черными бандами. В ходе этой борьбы за 9 месяцев 1993-1994 годов было совершено 17 убийств. Федеральные и местные правоохранительные органы разработали разнообразные стратегии для борьбы с преступной деятельностью банды, действующей на 18-й улице. Однако динамичный характер банд, подобных 18-й, в сочетании с их способностью адаптироваться и развиваться, создает постоянные проблемы для властей. Давайте запомним это название, так как дальше мы еще к нему вернемся. Формированию банды может способствовать не только социальная и расовая дискриминация. Банду может организовать, для примера, любое музыкальное фан-движение. Фанаты детройтского рэп-дуэта Insane Cloud Powers, печально известного своим тщательно продуманным клоунским гримом и буйным поведением на концертах, создали свою криминальную группировку – Juggalos. Эти люди сумели создать целое сообщество вокруг одной музыкальной группы, и это сообщество приобрело довольно плохую репутацию среди американцев. В 2011 году ФБР официально объявило Juggalos слабо организованной гибридной бандой, что еще больше укрепило их сомнительную репутацию. Изначально просто обезумевшие фанаты хоррор-рэп-группы с раскрашенными лицами превратились в нетрадиционную гибридную банду со свободной структурой и неясными мотивами. Многие Juggalos занимаются только мелкими преступлениями, такими как простое хранение наркотиков и кражи. Но ФБР замечает все более бандитское поведение, а именно формирование организованных групп и совершение других серьезных преступлений. Juggalos была отмечена в таких штатах, как Калифорния, Пенсильвания и Юта. ФБР внесло Juggalos в список банд в 2011 году.
и это привело к множеству реальных проблем для поклонников этой группы. Люди очень серьезно относятся к ФБР, и любая принадлежность к банде может затруднить прием на работу или даже вступление в армию. В ответ на решение ФБР отряд безумных клоунов организовал марш на Вашингтон, чтобы оспорить свое звание банды. Тысячи протестующих с клоунскими лицами пришли в Вашингтон, чтобы продемонстрировать свою поддержку своей большой семье. Количество протестующих превысило числом митинг в поддержку Трампа, который состоялся в тот же день. Хотя Джагала, марширующие по столице страны, стремились показать более мягкую сторону объединения, не все поклонники дуэта являются законопослушными гражданами. Как и в любом сообществе, определенно есть несколько плохих парней, совершивших безумные преступления. Некоторые из них связаны с убийствами, нанесением увечий и даже некрофилией. Безумные фанаты дошли до того, что разыгрывали некоторые из самых жестоких текстов песен группы. А два подростка из этой банды воплотили слова одного из треков в жизнь и зарубили раненого ветерана тесаком для разделки мяса. Реальность такова, что быть Джагала или Джагилеттой выходит за рамки фанатов. Это семья, которая стремится создать прочные связи внутри сообщества и прославлять странности во всех формах. От обезумевших музыкальных фанатов возвращаемся опять на улицы Америки, где иногда звучит другая музыка. Мара Сальватруча или МС-13, пожалуй, самая опасная банда в стране на данный момент. Она возникла в Сальвадоре, стала транснациональной, ее члены действуют по всей территории 42 штатов, а преступления имели место даже в Канаде. Десятки тысяч членов находятся в Центральной Америке, с высокой концентрацией в Гватемале и Гондурасе. Сообщается, что банда насчитывает около 50 тысяч членов по всему миру. МС-13 возникла, как ее знают сегодня, из беженцев Сальвадора. В период с 1980 по 1990 год из-за гражданской войны численность сальвадорских иммигрантов в США увеличилась с 94 тысяч до 465 тысяч. Многие из этих иммигрантов выросли в окружении опасности. Когда они прибыли в Лос-Анджелес, их бросили в систему устоявшихся латиноамериканских банд, где им не особо-то и были рады. Они должны были проявить себя как сила, с которой нужно считаться. Слово «мара» – это центральноамериканский термин, обозначающий банду. Слово «сальва» – отсылка к Сальвадору, а «труча» на сленге означает «умный». Термин «сальватруча» исторически использовался для описания группы крестьян, прошедших подготовку в качестве партизан. «Убивай, насилуй, контролируй» – это девиз Мара Сальватруча. Члены предпочитают мачете и ножи пистолетам, поскольку такое оружие делает убийство более личным и мучительным. Члены банды известны своими татуированными лицами. Банда даже полностью контролирует тюрьму Эль-Сальвадор. Учреждение представляет собой настоящий город, кварталы которого изолированы друг от друга. Зона обнесена стеной, длина которой более 2 километров. Несмотря на это, группировка часто общается с заключенными там членами. Охранники слишком напуганы, чтобы помешать этому. Банда известна своей жестокостью и беспощадностью. На ее счету множество хорошо задокументированных публичных преступлений. Член банды из Сан-Франциско убил семью за то, что она ненадолго заблокировала его машину. Самое большое соперничество МС-13 связано с бандой 18-й улицы. Вот и опять о них вспомнили, как я и обещал. У МС-13 было короткое перемирие с 18-ми в 2013 году, но оно было расторгнуто через год. Это привело к самому смертоносному месяцу за десятилетие. Каждый день убивалось около 16 человек, и некоторые считают, что перемирие было прикрытием, позволяющим бандам расширяться. В ФБР есть отдельный отдел и оперативная группа МС-13, призванная остановить группировку и предупредить общественность об угрозе, которую она представляет. И все же есть мнение, что всемогущая латиноамериканская королевская банда является крупнейшей уличной группировкой в стране. Первоначально латиноамериканские короли были сформированы в Чикаго в 1940-х годах. Строго организованная структура помогала им стать крупнейшим преступным сообществом в США. Влияние банды распространяется на 34 штата, и только в Чикаго насчитывается около 18 тысяч членов.
Все участники банды разделяют религиозную эстетику группы. Правила группировки требуют, чтобы участники были готовы прибегать к насилию, даже если это означает избиение своих коллег. Латиноамериканские короли подчеркивают уважение между участниками. Междоусобицы на самом деле запрещены, и только высокопоставленные участники могут одобрить ответные действия между враждующими сторонами внутри группировки. Такие вещи, как нежелание поделиться друг с другом доходами от продажи наркотиков или неуважение к вышестоящему члену банды, могут быть переданы в суд группировки. Это внутренняя организация, состоящая из избранных участников. Она часто выносит очень жестокие наказания. Предписанное наказание за нарушение включает правило 2 за 45, когда другие участники группы избивают человека в течение 45 секунд. Если кто-то поделится внутренней информацией, он может получить акт стояния у стены, в то время как другие участники бьют его в течение 2 минут 30 секунд. В некоторых случаях обходится просто денежным штрафом, но чаще всего члены клуба получают выговор, избиение или даже смерть. Из-за их девиза, гласящего, что король вкусил смерть только один раз. Те, кто серьезно нарушает правила, попадают в списки избивать на месте или ликвидировать на месте. Участники банды постоянно подвержены проверке. Ни один из бандитов не является неприкасаемым. Если он не пройдет тест, то ему потенциально может быть назначен приказ прекратить работу на месте, который позволяет любому активному латинскому королю убить его. У банды «Латиноамериканские короли» есть множество ритуалов, в которых члены должны участвовать, от празднования определенных праздников до различных знаков банды, которые они используют. Жесты, молитвы и другие средства общения и идентификации очень точны и в высшей степени ритуалистичны. От целования короны перед верховным лидером до того, как они скрещивают руки, все регламентировано. Короли были объектом многочисленных федеральных операций, направленных на арест членов банды и ограничение растущего влияния группировки. Латиноамериканские группировки являются доминирующей силой улиц Америки. Я уже показывал вам банды из Сальвадора, но вот еще одна и из другой страны. Тринитариос – объединение, состоящее преимущественно из доминиканцев, известно смертельным соперничеством с другими уличными группировками Bloods, Crips и Dominicans Don't Play. Участники банды также занимаются вербовкой в средних школах по всему Нью-Йорку и Нью-Джерси. Говорят, что тринитарии набирают членов в старших классах, пока они молоды. Бандиты стоят за рядом перестрелок среди подростков и смертей с применением мачете. Сформировавшиеся в тюремной системе Нью-Йорка в 1980-х годах ультражестокие тринитарио быстро распространились на улицы по мере освобождения заключенных. Банда возникла в 1980-х годах на острове Райкерс, где группа доминиканских заключенных объединилась, чтобы защищать друг друга внутри. Влияние банды сейчас ощущается во всех 5 районах Нью-Йорка и по меньшей мере в 10 штатах, охватывающих все уголки страны. Одним из главарей является Леонидис Джунито Сьерра, который по сей день остается за решеткой. В прошлом ему предъявлялись обвинения в управлении бандой из своей тюремной камеры. Согласно источникам в полиции, специализация этого преступного сообщества – убийство с применением мачете, торговля наркотиками и проституция. Участники отличаются зелеными банданами, которые есть у каждого в банде. Их название свободно переводится как «Троица», что отсылает к их 3 основным убеждениям – Богу, братству и свободе. Члены банды заманивают уязвимых женщин в свои городские квартиры, где затем заставляют работать в качестве секс-рабынь. Другой торговой маркой является мачете, которое члены банды предпочитают использовать вместо оружия, потому что это позволяет более персонально атаковать. В то время как их соперники уже давно были на радарах детективов, тринитарио до сих пор оставались относительно незамеченными. И все же ФБР арестовало лидера отделения тринитариев на Лонг-Айленде по обвинению в торговле наркотиками, и еще 50 членов были схвачены в Бронксе в ходе рейда, связанного с незаконным применением огнестрельного оружия и многочисленными убийствами, особенно в районе Верхнего Манхэттена. А закончу я свое видео группировкой, которая сформировалась на основе хобби.
Банда байкеров Mongols была образована в конце 1960-х годов в восточном Лос-Анджелесе Дэвидом Сантильяном. В основном известно, что монголы часто совершают насильственные преступления, включая нападения, запугивания и убийства. Они также были вовлечены в насилие на расовой почве против членов афроамериканской банды и даже чернокожих гражданских лиц, не связанных ни с какими преступными сообществами. Из-за их преступлений Бюро по борьбе с алкоголем, табаком и огнестрельным оружием назвало монголов единственной самой жестокой и опасной группой в Америке. Большинство членов банды байкеров-монголы – испаноязычные мужчины, живущие в районе Лос-Анджелеса, и многие из них – бывшие члены уличных банд с долгой историей использования насилия для урегулирования претензий. По данным правоохранительных органов, в банде монголы насчитывается около 2000 штатных членов, что относительно мало по сравнению с другими байкер-бандами, такими как Ангелы Ада. Но несмотря на свои размеры, они успешно вырвали контроль над Южной Калифорнией у Ангелов Ада в 1980-х годах, после затяжной войны банд. Члены Mongols имеют долгую историю в незаконной торговле наркотиками, отмывании денег и грабежах. Эти преступления сделали эту банду одним из самых страшных байк-клубов США, и в какой-то момент на них было выдано сразу 270 ордеров. В результате им запретили носить логотип своего клуба. Затем решение было отменено, но они были оштрафованы на $500 000, что, по-видимому, было просто легким ударом по рукам для этих самопровозглашенных преступников. В 2002 году члены Mongols и Hells Angels устроили стычку в казино Херахс Лафлин, в результате которой погибли 3 байкера. В 2008 году в клуб проникли 4 агента спецслужб в ходе операции под названием «Черный дождь». Операция привела к аресту 38 байкеров, включая президента монголов на тот момент Рубена Дока Кавазаса. Еще один факт, о котором вы, возможно, не знаете, заключается в том, что у Mongols есть свой закодированный язык для общения друг с другом в секретных ситуациях. Например, код 55 означает, что все члены банды должны скрывать свою принадлежность к банде, не надевая куртки, нашивки или что-либо еще с логотипом Mongols. Согласно данным ФБР, банды участвуют в 48% насильственных преступлений и продолжают наращивать свою опасность. Некоторые из них даже получают оружие от военных и становятся все более агрессивными. В то же время многие банды стремятся к расширению своего влияния, выходя за пределы национальных границ и заявляя о себе на международном уровне. Этот мир скрытых альянсов и темных сделок продолжает развиваться, оставляя за собой следы на улицах и в сердцах людей. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и будьте готовы к новым открытиям и разгадкам. Ведь история банд в Америке далека от завершения. Спасибо за просмотр, пока!